Всем доброе утро. Меня зовут Владимир, я являюсь сопровождающим проекта Chernobyl Zone Radioactive Team, и сегодня мы с вами находимся в Чернобыльской зоне отчуждения. Близится 35-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции, и стела, которая находится позади меня, к сожалению, с годами стала не в очень хорошем состоянии. И мы, неравнодушные люди, которые здесь и работаем, и находим здесь свою жизнь, решили обновить стелу хотя бы в то состояние, в котором она была до аварии. Приветствуем тебя, наш дорогой зритель. В этом ролике мы покажем наш небольшой, но очень важный проект по косметической реставрации стелы города Припяти. Стела города – одна из визитных карточек современной Чернобыльской зоны отчуждения. Каждый, кто приезжает в город, так или иначе делает остановку на въезде. А это именно локация со стелой. Все делают здесь коллективные фотографии. И, как это принято сейчас, без селфи тоже не обходится. С развитием туризма в Чернобыльскую зону активно развивался такой феномен, как сталкерство. Сталкеры – это люди, которые нелегально проникают на территорию зоны в поисках скрытых объектов для съемки ночного неба или просто чтобы насладиться здешней уникальной атмосферой, побыть наедине со своими мыслями. Мы знакомы со многими сталкерами, и все они адекватные идейные ребята, которые действительно любят это место. Но, увы, встречаются также и реальные негодяи, которые уничтожают память Припяти, разрушают объекты, вандалят и оставляют свою бесполезную на стену живопись, если, конечно, выражаться как можно корректнее. Стела города стала местом открытого вандализма, где уже несколько особо отличившихся уникумов оставили свои нецензурные послания, гадили, обливали краской, закрашивали буквы или цифры года основания Припяти. Таким образом, как они писали в своих приватных пабликах, они выступали против развития туризма, и против того, что в зону приезжает много людей со всего мира, якобы атмосфера уже не та. Они, такие бравые борцы за справедливость, хотели своими посланиями отвернуть от этого места всех этих приезжих, чтобы сохранить зону для себя. Но это реальный бред. Уничтожая то, что действительно представляет историческую ценность, несет вместо сохранения только деструктивизм. А какой урон эти товарищи нанесли припятчанам, кто искренне любит свой родной город? Своими силами мы собрали средства на косметическую реставрацию стелы. При чистке красочного покрытия обнаружили все эти закрашенные художества, которые настолько сильно въелись уже в бетонную конструкцию, что почти не поддавались очистке. Мы были в настоящем шоке, увидев, в каком печальном состоянии находится этот объект. Бетон буквально пошел по швам, масса трещин, и все эти деяния этих неадекватов, борцов против туризма, реально нанесли существенный вред. Наш проект по реставрации, к сожалению, носит только косметический эффект, так как своими силами сложно сразу сделать полное восстановление, укрепить бетонное покрытие. Потому в ближайшем будущем мы надеемся, что неравнодушные люди откликнутся на более масштабный проект. Инициировать его нужно именно властям. Мы уже знаем, что в сталкерских пабликах нас облили грязью, заявили, что мы украли деньги на этом проекте. Друзья, мы все сделали за свои средства и за средства нескольких людей, которые помогли, чем смогли. На проект было потрачено суммарно порядка 8000 гривен. Это закупка материалов, инструментов, топлива, проживание в Чернобыле. И мы надеемся, что такой жест доброй воли принесет только позитив. Ведь на данный момент стела выглядит как и должна, лаконично и красиво. Но судить, конечно же, вам, визитерам города и тем, кому не безразлична его судьба. Делая доброе дело, всегда наткнешься на тех, кто будет хейтить, обвинять в каком-то воровстве и просто обливать грязью. Если такая реакция есть, значит мы уже создали важный прецедент. И будем дальше пытаться всеми своими силами способствовать сохранению памяти Чернобыльской зоны. Спасибо, что посмотрели нас. Желаем вам крепкого здоровья в наше нелегкое время. Оставайтесь всегда людьми и несите только позитив. Не забудьте лайкнуть это видео, подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся в зоне, ребят.